Этот выпуск нужен для тех, кто ищет нового уровня жизни. Для тех, кто не хочет по-старому, а по-новому еще не умеет. Этот подкаст, он посвящен именно тем, у кого есть запрос, именно выход на новый уровень. Мы с Асель собрали самые эффективные способы трансформации и выход на новый уровень. Это было где-то после обеда, в 3-4 часа дня. Ты сидела с пивом. Я такой думаю, нормально. Рассказали, как перестать откладывать жизнь на потом. Прими уже решение. Либо ты живешь со своим мужем и как-то меняешь тогда отношение к этому браку и к этому человеку. Поговорили о ситуации, когда кажется, что выхода нету. И я просто сидел, молился, разговаривал, типа, пожалуйста, ну что это такое сейчас происходит? Пожалуйста, помоги. Обязательно досмотри этот выпуск до конца. Не забудь подписаться. Это очень важно для меня и моей команды. Поставь лайк. Приятного просмотра. Когда мы придумали идею второго сезона, которая касается психологии и мышления, вот примерно в списке номер 1 стояла Аселя. Потому что это сразу же ассоциация с психологией и мышлением. Спасибо, Арман. Аселя, добро пожаловать. Спасибо. Я хотела тебя поблагодарить от всей души. В твоем пространстве мне очень безопасно, потому что мы дружим, мы общаемся, и я рада быть здесь, и дай бог, чтобы мы сегодня дали что-то очень полезное людям. Да, мы сегодня вот только что до подкаста прям с Аселей намерение такое единое сформировали, чтобы сегодняшний выпуск повлиял на сотни тысяч женщин, и чтобы это стало там поворотным моментом. Почему я женщин сразу сказал, пацаны, не отключайтесь, пожалуйста. Я тоже тут просто, большинство по-любому женщин посмотрит, я думаю. Если хотя бы даже один инсайт, одно слово откликнется, то значит наша задача выполнена. Да. Смотри, вот ты у меня, вот Аселя равно трансформация. Это уже как синоним. Ты говоришь Аселя, все значит трансформация, понимаешь, или наоборот. И вот давай, во-первых, начнем с того, что как ты понимаешь слово трансформация. Что это такое? Трансформация по факту это когда есть же вот эта популярная фраза «по-старому не хочу, по-новому не умею». Это об этом. То есть, чтобы построить что-то новое, нужно разрушить старое. А разрушение — это всегда такая как бы метафорическая ассоциация со смертью. То есть трансформация — это всегда переход на следующий уровень. Это когда ты кардинально меняешь что-то в своей жизни. И менять это со старыми установками, программами, со старыми вещами невозможно. То есть это нужно будет оставить, разрушить. Это поэтому всегда достаточно болезненно бывает. Вот. Но к этому надо приноровиться. Начинаем погружаться уже, и вот тут ты сказала два слова: установки и программы. Что это такое? Вот объясни простым языком. Но это определенные убеждения. Ребенок рождается абсолютно, по факту чистым. И все, что он начинает из большого мира в себя впитывать, оно в нем укореняется. И, например, первый мир его — это семья, естественно. Там второй, потом школа, социум и так далее. И вот мы живем, и в течение всей жизни те или иные программы мы на себя берем. Например, какое-то убеждение тебе очень сильно понравилось, или точнее ты в него поверил, все, оно становится твоей программой. То есть убеждения становятся программами, когда это много раз повторилось, и мозг зафиксировал это, да? И самое главное, поверил. Вот в то, во что мы верим, это становится, оно начинает нами управлять. Почему очень важно постоянно работать над собой, над своим мышлением. Хочешь ты этого или нет? Мне иногда говорят: тебе не лень? Здесь дело да не в этом, дело в другом. Ты же видишь, что, например, тебя что-то в твоей жизни где-то не устраивает, ты где-то чувствуешь какие-то моменты, скажем так, как будто неконтролируемый, ты хочешь как-то это понять, как-то это исправить. В конце концов, самое важное, как мне кажется, лично я по себе говорю, почему я все это делаю. Самый большой итог — я хочу быть счастливой. Я вот, например, сначала, самая первая моя большая такая трансформация, это она обычно вот у человека бывает реально раз в жизни. Это когда ты просыпаешься и такой думаешь: мне не нравится, вообще все хочу поменять, и ты кардинально меняешь. Потом в течение жизни, естественно, это бывает много раз, но оно уже не так ярко. То есть я, например, когда в 36 лет, 3 года назад проживала, это было настолько ярко, я вот действительно как будто сняли с меня какие-то очки,
И это было, с одной стороны, болезненно, с другой стороны, было интересно очень. Я подумала, вау, оказывается, Это может вот быть... действительно, я вот сейчас просто добавлю, это было как до и после мы тут ставим. Я даже позже так для фактуры примерно вкинул. Я помню с тобой встречу, недавно вспоминал первую нашу. Это было где-то после обеда, в 3-4 часа дня. Мы встретились, ты тогда продюсер фильмов, Да-да-да. и ты сидела с пивом. И я такой думаю, нормально. Ну, типа, такой, ты вот, ну, типа, это вот такой, да, был период? Это был, во-первых, такой период, я тебе больше скажу, я недавно кого встретила, я не вспомню, и мне тоже говорят, ты такая сейчас стала мягкая, нежная, голос, говорит, даже у тебя поменялся. Раньше, говорит, ты такая была, я, прикинь, вспоминаю, я понимаю, что моя жизнь изменилась, но ты же себя со стороны не видишь, ты просто понимаешь, что очень много кардинально поменялось, но что конкретно и как тебя люди видели со стороны, и то есть через других людей, опять же, что интересно, мы всегда узнаем себя. Через мнение других людей. И я обожаю, когда мне рассказывают такие истории, потому что в этот момент я думаю, вау, я реально сделала очень большую работу над собой. Вот ты тот человек, который, по сути, как будто смысл жизни твой в трансформациях, да, по сути, вот ты как будто со стороны, мне так кажется, ты там все время что-то исследуешь, там ковыряешься, ищешь, читаешь, ходишь на обучение, что-то там в процессах каких-то. Мне это так? очень нравится. Ты знаешь, я вижу действительно одно из моих предназначений в том, чтобы передавать определенные знания людям. И это не обязательно даже через какие-то проекты, курсы, просто своим даже стилем жизни, то, что я транслирую, о чем я, может быть, говорю, какие-то свои мысли. То есть я иногда просто в Инстаграме пишу мысли, и мне там начинают девчонки писать, вау, инсайт произошел, да, мне тоже откликается. Блин, а что так можно было, да, вот это самое Да, частое, которое я кстати. встречаю. И, то есть, наверное, моя душа, не наверное, я думаю, скорее всего, она выбрала такой путь. Ну, то есть, и поэтому в моей жизни так много этого происходит. У меня тоже бывают, знаешь, моменты, когда я такая сижу, думаю, господи, слишком как будто много. У меня иногда такая событийность высокая, что я за год как будто 10 лет проживаю, то есть за месяц как будто год я проживаю. И вот в этом году, кстати, я поэтому поставила для себя намерение, потому что вся моя жизнь, она в очень ярких событиях, наполнена огромным количеством ярких событий. В этом году я поставила для себя такое намерение, чтобы научиться жить спокойную жизнь. Гармоничную, такую плавную, да? Вот все, что от меня зависит, я сейчас делаю таким образом, чтобы вот этих резких скачков не было. Ну, я их еще называю адреналиновые волны. Ну, то есть я просто привыкла, это был паттерн моего поведения, люди популярные, я думаю, ты со мной согласишься, люди шоу-бизнеса, там, да, блогеры, кинобизнес. Это всегда ты на каком-то адреналине, Да. очень много всего, потому что слава, популярность, это все у медали всегда две стороны. С одной стороны, это классные там ништяки и все остальное, с другой стороны, это вообще, можно сказать, никакая нервная система, это очень частые скатывания в тревожные состояния и так далее и тому подобное. И когда в этом году я для себя задалась вот этой целью, я поставила ее вообще в долгосрок, по факту я ее поставила на всю жизнь. То есть я хочу вот уже по жизни выйти немножко из вот этих всех состояний. И вот все, что от меня зависит, потому что жизнь-то она разная, и так будет что-то происходить, ну то есть нормально. А вот все, что от меня зависит, сделать максимально, скажем так, я не могу сказать прям спокойно, но таким образом, чтобы мое тело, мое внутреннее состояние и мой, самое главное, беспокойный мозг, который постоянно что-то там анализирует, генерит, чтобы оно было в более-менее таком гармоничном состоянии. 100% согласен. Да. Слушай, давай, знаешь что, вот погрузимся в историю трансформации. Ты попробовала, я думаю, вот так, наверное, вот, ну, со стороны, мне кажется, все, что есть вообще. Да. Вот все варианты, Много. все курсы, все тренинги, все мысли, книги, там вообще просто все. Мгм. Давай вот сейчас для зрителей, ну и вообще вспомнишь свой опыт. Я вот люблю структурировать все это методологически так. Давай вытащим вот условно 10 вот таких самых эффективных осознаний, практик, мыслей, которые повлияли на трансформацию. То есть в твоем понимании повлияли на переход именно на новый уровень. То есть этот подкаст, он посвящен именно тем, у кого есть запрос, именно выход на новый уровень.
Но, наверное, самое основное, с чего и, в принципе, началась 3 года назад моя трансформация, это, наверное, какие-то основополагающие законы мироздания. Это та же самая карма. То есть я прям тогда села и честно вот сама с собой поговорила. Почему ты жалуешься на жизнь, почему ты жалуешься на что-то там. Давай-ка мы поисследуем. Просто так ничего в твою жизнь тоже не приходит. И это всегда следствие, причина всегда кроется в другом. И вот я садилась сама честно с собой, прям разговаривала, писала дневники, выписывала, а где я поступила непорядочно, а где я кого-то обманула. Ведь карма, она же не приходит конкретно от этого человека или конкретно в этой ситуации. То есть ты где-то кого-то там даже, я не знаю, там 10 тенге не додал, а завтра там у тебя, я не знаю, там, на работе кризис произошел. Или же наоборот, да, там в отношениях какая-то ерунда началась. И человек такой думает, блин, почему, как, с чем связано. Понятное дело, это такой достаточно длительный процесс, и он пожизненный, ну, то есть ты постоянно, это как иногда, знаешь, особенно у девчонок же это часто у нас бывает, сидишь и сам не понял, как ты начинаешь кого-то обсуждать, и ты вроде думаешь, да нет, ну я же как-то не с плохой позиции, но здесь вот это такая тонкая грань, когда, ну, за все всегда, ну, то есть за каждый наш выбор, вот это классная очень фраза, за каждым нашим выбором есть определенная цена. Мы платим определенные цены. Выбор, который мы делаем, за него всегда будет цена. Какая это цена? Это уже, нужно здесь быть честным. И мне очень нравится сейчас то, что я вот, например, тоже исследую, это прям вот очень мне стало интересно. Это когда вот, например, в нашей жизни происходит какой-то пипец. И мы такие, блин, пипец произошел, мы начинаем, естественно, резко его решать, стараться что-то там делать или там в жертву скатываться, да, и, ну, там по-разному происходит. Вот, недавно, например, в моей жизни так произошло. Первая моя реакция был шок, вторая моя реакция, я думаю, да что же это такое, почему так произошло, хожу тут, никого не трогаю и так далее. Третья моя реакция, я просто задепрессировала. То есть об этом знал, например, только Махжан. Я задепрессировала, вообще отлетела куда-то в состояние вот этой жертвы. Но это длилось буквально несколько дней, так как, уже умеешь же с этим работать. И потом себя за уши начала оттуда вытаскивать и анализировать, почему так произошло. И потом, когда приходит вот какое-то что-то крупное, мы стараемся найти причину именно в этом. Но на самом деле она кроется, причина, она по факту в чем-то маленьком. И чаще это твой ежедневный образ жизни. Как ты ежедневно живешь, потому что у всего есть накопительный эффект. Да. Вот я привожу такой пример у себя даже в Инстаграме, в Телеграме я делала недавно подкаст. Вот, например, есть стакан, и мы по пипеточке каждый день туда капаем воду. И как придет какое-то время, да, я не знаю, там через год, наверное, да, и стакан начнет переливаться. И вот это вот, когда он переливается, если туда наливалось что-то, скажем так, негативное, что-то, такое неполезное, вот будет переливаться это, и тогда случается какой-то пипец. И то же самое, это может быть что-то позитивное. То есть, можно я так резюмирую? Первый пункт, ты говоришь про то, что нужно стать, грубо говоря, причиной в жизни своей. Не следствием, что типа, вот со мной вот случилось, и это вот меня наказали, видимо, я вот там вот так совпало, а вот прям взять и сказать, типа, это я создал. То есть все, что со мной произошло, я тому причина. И с этого начинается трансформация. Да, правильно? И самое главное понять, в чем она. Вот ее, если увидеть, можно через маленькие действия решить свой большой пипец. Вот, давай так, методологически. Вот методологически, да. Вот что-то пипец произошел. Да. Как ты понимаешь, вот где причина? Тут же нет такого ответа, ты же не можешь кому-то позвонить и сказать, вот у меня такая ситуация, что случилось? Тебе говорят, да это однозначно, вот ты там вот так сделала. Вот как ты сама анализируешь и находишь причину проблемы? Есть ли у тебя какая-то практика, методология? Вот одна из других ситуаций. Например, я задалась вопросом, почему у меня нет стабильного заработка. То у меня вот густо, то как бы бывает так, что месяцы там вообще могу не зарабатывать. И это длится всю мою жизнь. Да, я выбрала определенный вид профессии, я согласна. Да, опять же повторюсь, все люди творческих вот профессий и инфобизнес в том числе, это все очень сезонно, скажем так.
Но я задалась вопросом, потому что когда я начала вот это все исследовать, мне стало интересно, думаю, почему? И я честно себя спросила, а что в твоей жизни есть стабильного? Что ты делаешь на постоянной основе? И вот здесь я удивилась, потому что ничего глобально стабильного в моей жизни, оказывается, нет. С того самого момента, это было 2 месяца назад, я стала практически каждый день стабильно заниматься спортом. То есть меня это смотивировало, то есть я увидела, то есть для меня сейчас занятие спортом — это не каторга, как было раньше, а я поняла, что как я хочу в чем-то большом стабильности, если я в малом не делаю, а что в малом, то и в большом. Вот эту мысль я хочу донести. Потом стабильно, например, это, я не знаю, там элементарно посещать психолога, да, работать со своей душой, стабильно там делать медитации. И таким образом, через маленькие привычки, без надрыва, аккуратно, вот уже 2,5 месяца прошло, у меня уже вагон стабильных маленьких действий ежедневных. И у меня в этот момент приходит идея стабильного заработка впервые в жизни. И я такая, вау, как Мышление это перестроила. работает. Конечно, это мало того, что мышление так сработало. Другой момент — это тут много-много факторов. То есть это же есть кейс, пример программы, как это работает. То есть ты делала действие, и у тебя в голове образовалась, грубо говоря, программа, которая теперь выдает стабильные решения. Да? То есть вот наглядный пример. Да. Я тоже хочу тут добавить, у меня есть тоже такая штука, у меня есть такая вот фигня, вот тут снимаю штаны, я периодически завершаю проекты. Вроде бы все успешно, и какая-то всегда находится причина, и я ее завершаю. Ага. Вот проект завершаю, он успешный, все хорошо, меня каждый раз не понимают, я нахожу разные причины этого, но я по итогу проекты эти закрываю. Так. И я, тоже начал думать, что за фигня, меня это злить начало, И я тоже начал думать, я начал общаться со стабильными людьми. Я, прям взял себе, выписал список и начал встречаться с людьми, кто что-то долго делает. Во-первых, они меня сильно триггерили. Я сидел на встрече с одним, он говорит, я занимаюсь этим делом 15 лет. У него на календаре было написано «стабильность». Вот прикинь, я так смотрел на него и думаю, ужас, я думаю, я бы уже 100 раз примерно поменял тему. И я такой, ладно, хорошо. И я начал потихоньку просто их немножко исследовать, этих людей. И начал думать, в чем у них, в чем фишка. И заметил, что они стабильны в спорте. Я так по мужской части, своей говорю. Да. У них такой спорт чуть-чуть агрессивный немножко такой. Я пошел на бокс. Я хожу туда стабильно. Уже там 2-й месяц пошел. Не пропускаю, только среду последний раз пропустил. То есть вообще стабильно хожу. И я такую штуку заметил за собой. Что-то во мне начало меняться. И самое главное, когда я начал тренироваться, я начал ловить там очень крутые инсайты. Вот, допустим, я тренируюсь, и у меня дыхалки уже нету, и я хочу слиться. И мне тренер кричит «Характер!» И я беру и добиваю. И я выхожу и думаю, мне он нужен, когда я хочу слиться с чего-то, чтобы он подошел и сказал «Характер!» И, это мне сейчас помогает. 100%. Вот это прикольный такой тоже Да. Супер. И особенно, я говорю, если у кого-то сейчас в жизни происходит какой-то пипец, да, он периодически у нас так или иначе происходит, да, у всех. Надо прям понять. И самое важное — это всегда вернуться в тело. Говорят же, заземлиться, вернуться в тело. Это значит понять, чем ты себя наполняешь, каким питанием и так далее, как ты телу помогаешь стресс выводить из организма. Спорт. И это всегда спорт, это всегда про спорт, это хотя бы те же прогулки, это вообще шикарный для поднятия энергии, шикарная, мне кажется, практика. То есть всегда возвращаться в тело. Это, наверное, самое важное. Мы сейчас как будто резко на 2-й пункт перешли. Да. Я предлагаю все первый зарезюмировать сейчас. В общем, смотрите, суть в чем? В том, что нужно в первую очередь, чтобы трансформироваться, нужно стать причиной своей жизни и понять, что ты, с тебя все начинается в твоей реальности. Да, причинно-следственную связь улавливать. Отследить и перепрограммировать себя, если это тебя уже беспокоит и мешает жить. Вот как на примере осели, на моем примере. Супер. Все, двигаемся ко 2-му пункту, и ты уже его начала, по сути, это заняться своим телом, да? Да. Или как ты сказала, заземлиться? Вернуться в тело, да. Вернуться в тело. Угу. Давай немножко подробнее. Что значит вернуться в тело? Вообще проблема всех людей. Мы либо переживаем за будущее, либо очень сожалеем о прошлом.
да, то есть это однозначно. И когда мы там мыслями или там, и можно сейчас даже в моменте отследить, что там человека может тревожить, и это 100% будет либо там, либо там, и в этот момент мы не в настоящем, мы не здесь и сейчас. И когда так происходит на постоянной основе, страдать начинает тело. Как это проявляется? Болезни, зажимы. Потом абсолютно каждый наш стресс, он оседает в теле. И чтобы помогать своему телу, ну то есть для всего очень важно в него вернуться. То есть, скажем так, не отлетать, потому что все равно последние 3 года, точнее даже уже 4, да, как пандемия наступила, все пошли в проработки, в трансформации, у всех, короче, все эти пошли процессы, и очень много людей стало отлетать. Ну, то есть отлетаешь там, В мыслях, короче. да, мыслями отлетаешь, или там в медитациях тоже, да, это все классно, все прикольно. Самое главное не забывать про тело. Самое важное это вот помнить о теле, это ежедневный должен быть спорт, хотя бы 20 минут зарядка. Вот помнишь, как в школе мы делали? Это шикарная зарядка. Или просто начать там ходить по лестнице, да, до квартиры, или там просто прогулки в парке, это просто шикарно. Второе, это, конечно, помогать своему беспокойному мозгу успокаиваться. А это уже медитация, это молитва, это дыхательные практики могут быть. Ну, то есть много-много всего. Ну и, конечно, своя душа. То есть о душе тоже думать. То есть это все влияет на присутствие в настоящем моменте в итоге. Да, и это влияет на гармонию. Потому что если мы типа только одно или два из этих пунктов делаем, ну, то есть этого мало. Все. Да. Короче, резюмирую. Резюмируй. Если ты находишься в прошлом и в будущем, то ты, как правило, несчастлив. От прошлого ты страдаешь, от будущего ты тревожишься, и только присутствие в настоящем моменте как раз-таки вызывает вот это счастье. Вот, ну, это счастье, да. И вот, ну, такой пример. Вспомните случай, когда вы стояли у ручейка и просто слушали этот звук и смотрели на воду, и вот ничего и не нужно было в этот момент. И то, что говорит Оселия, этому содействует спорт, медитации, молитвы, то есть все, что возвращает вас в настоящий момент. И вот тут я тоже от себя хочу добавить, у меня тоже, когда был такой затяжной кризис личностный такой, на 9 месяцев я его вынашивал, чуть застрял там, если честно. И мне последний раз там, интересно, там тоже с обучения один клиент такую мысль закинул, она говорит: хочешь выбраться из кризиса, начинай рано вставать и что-то делать, типа ходить на тренировки или там гулять. Я просто системно начал в понедельник, вот в понедельник, среду, пятницу я в 8 утра хожу, ну, на бокс. Вторник, четверг я стабильно хожу просто по речке вверх, у нас тут красивые вообще в этом плане моменты в Алмате, там Весновка, все дела, или там в горы. Ну, то есть каждый раз с утра я куда-то хожу. И реально это меня вытащило из этого состояния. Просто идет какой-то подъем энергии, и ты вдруг что-то уже и решение начинаешь видеть, и уже, короче, и проблема что-то не прям уж таки давит. И, в общем, это как бы реально работает. Да, на самом деле нам иногда кажется, вот мне, например, казалось, у меня весной было такое состояние, мне не понимала, что происходит, думаю, почему отток энергии такой, вроде как же все нормально, почему вот это вот и состояние раздражительности начинает появляться. А потом я поняла, все очень просто. Мне нужно было восстановить режим дня, вовремя ложиться спать. Через неделю мне уже стало лучше. Ну, то есть сейчас я придерживаюсь своего графика. Ну, кстати, это он у всех индивидуальный, но вот для меня идеально ложиться там в 10, просыпаться там в 5-6 утра. Идеальное для меня вот это сочетание. Сон, вот просто, он на 50% решает, здоровый сон решает вообще все проблемы. Вот это факт. Давай перейдем дальше. Что еще повлияло на трансформацию? Какие вот, давай так, давай пойдем в мысли. Какие вот, бывают же такие мысли ключевые, вот ты их засовываешь себе в голову, и все хорошо становится. Да. Какая вот такая была мысль, которая прям вот твое состояние вот стабилизировала? Но мне очень нравится мысль, и это пройдет. Она меня поддерживает. И когда что-то, ну, скажем так, грустное в жизни происходит, меня эти слова очень поддерживают. И когда что-то очень классное, они меня заземляют. Ну, то есть вот эта фраза, она, ну, здорово помогает. И сейчас мне очень нравится фраза «путь важнее цели».
То есть я тот человек, который ставит цель, достигает, ставит цель, достигает. И это опять к тому, что, о чем я вначале говорила, про стабильность. И потом я поняла, почему я мыслю всегда рамками месяца, года, какого-то небольшого, знаешь, периода. Ставлю цель, достигаю, новую цель нахожу, опять достигаю, что-то там делаю. И я поняла, что вот в этой беготне мы, вот то, о чем ты сейчас говорил, просто смотреть на ручеек, созерцание, да, созерцать природу. И мы вот в этой беготне не замечаем саму жизнь. И вот в году 365 дней. Из них, ну, сколько дней праздники? Ну, 20, да, пусть будет. 345 дней мы живем абсолютно обыкновенную, будничную, иногда скучную, абсолютно обычную, но настоящую жизнь. И вот когда ко мне пришло это осознание, что не мыслить рамками, постоянно устраивать в своей жизни вот эти праздники или постоянно там какие-то достижения глобальные должны быть. Я весь этот год сейчас учусь просто радоваться новому дню. Ну, то есть у меня это и было, но сейчас я это делаю прям осознанно. Просто гуляю в парке и наблюдаю за природой. Если делаю какое-то одно дело, я стараюсь быть в этом деле. То есть если ем еду, стараюсь там в этот момент в телефоне не зависать. И вот эта вот фраза «путь важнее цели», вот для меня я решила, что это мой теперь девиз по жизни. Научиться любить свой путь. Вот это самое важное. И тогда очень много оказывается счастья и радости в каждом дне. Мы просто этого не замечаем, а на самом деле столько хорошего происходит. Раньше для меня вот это хорошее, классное, оно рассчитывалось, я говорю, в каких-то масштабных делах. Кино Победа. снять, да, там замуж Премьера, выйти, да, вот так да, всегда. что-то на Бали улететь, что-то такое глобальное должно. Ну, блин, повторюсь, праздники же тоже, да, не просто так придумали, определенные ритуалы, чтобы человек там в моменте остановился, подумал, как я этот год прожил, да, давай там порадуемся и так далее. Но 345 дней в году мы живем обычную жизнь. И я для себя решила, что я хочу каждый свой день сделать удивительным для себя, не масштабным, не каким-то полезным мега только лишь, а просто для себя вот очень значимым. И вот сейчас, вот я говорю, вот в течение всего этого времени у меня это стало получаться. Это вообще кайф. Я вот тут добавлю, я вчера общался с одним человеком, он уже такой очень обеспеченный, успешный, да, если мы берем там финансовую часть. И он говорит, я 8 лет не видел, как растут мои дети, и сейчас я отказываюсь от бизнеса большого, который приносит большую сумму, хочу чуть уменьшить это все, и хочу присутствовать просто со своими детьми. Хочу, вот сейчас вот меня друзья позвали на день рождения, раньше бы я не приехал, я был занят вечно, у меня были какие-то серьезные, важные дела, я был важный человек, но вот за этой работой по итогу я не увидел счастья, короче. И я сейчас хочу просто научиться жить. Я пока, говорит, не умею, но я вот только учусь жить. Шикарно. И я такой, офигеть. И я тоже, на самом деле, понял, что это тоже такая некая иллюзия жизни, когда ты думаешь, что успех, вот этот финансовый, он закроет все твои потребности. Вот самый первый раз это сработало. Как раз-таки вот с Махжаном мы когда запустили поток, вот последний свой успех такой вспоминая, когда я получил там x5 того, что я зарабатывал, мы купили машину, там это был праздничный ужин, я был тогда вообще просто на кураже. Это было классно, а потом 4 года последние пролетели в работе. Я что-то смотрю, Алим уже ему 7 лет, Тиме уже там 4 года, он уже базарит там вовсю. Да. И я такой, ой, что-то я, короче, забегался за вот этими, короче, медальками какими-то, да, условно. И вот я тоже сейчас прихожу потихоньку, сложно на самом деле, я вообще сумасшедший достигатор в этом плане. Ну вот к этой, короче, просто жизни. Да, это очень, вообще классно, то, что ты рассказал про вот этого своего знакомого, который, отошел от бизнеса и так далее, потому что иначе это не будет заканчиваться. Это специально, то есть пока человек не осознает. И нам всегда же кажется, ща, вот я это сделаю, вот тогда я заживу. Да. Вот ща вот это сделаю, вот тогда будет классно. Тоже такой пример на эту тему. Мы общались с Михаилом Дашкиевым, и он говорит,
Я вот жил в идее, что я вот-вот выйду с операционки, и так прошло 15 лет. Ё-моё. И прикинь, говорит, я через 15 лет понял, что я что-то не вышел, а что-то, короче, ничего не меняется. И он говорит, все решает принятое решение. То есть надо просто останавливаться и принимать решение. Да. И я тогда, у меня был вот в голове такой... Это же такие инсайты, которые аж прям лопается что-то в голове. И я тогда понял. Я вот теперь всегда, когда что-то идет стабильно, что я что-то вот не очень люблю или не понимаю, я такой, стоп, не исправится само по себе. Надо принять решение. И вот тоже может быть практика, да, для себя. Это вообще крутая. Вот то, что вы давно уже оттягиваете, то, что вам не нравится, или как-то вот постоянно повторяющиеся какие-то события, наверное, надо уже принять решение, и тогда только все поменяется, потому что само по себе, ну, оно как бы вряд ли. Это я, знаешь, делала разборы вот у себя на проекте, и я это увидела. 99% женщин, я говорю, они говорят, слив энергии, я не могу понять, и мы начинаем делать разбор, и я говорю, так прими решение. Прими уже решение, либо ты живешь со своим мужем и как-то меняешь тогда отношение к этому браку и к этому человеку. Ну, ты как-то делаешь, да, свои действия с этой стороны уже. Ну, раз с этой не работает, либо другое решение принимай, да. Выбор есть всегда. Или там насчет работы, переезда. И слив энергии в большей степени происходит именно здесь. Когда От непринятое непринятого решения. Это когда ты утром проснулся, и ты вот не знаешь. Или вот когда ты ходишь с мыслью, да, как много людей, Делать, не оказывается, делать, да, не делать. работают на нелюбимой работе, и вот они каждый день идут на эту нелюбимую работу, и каждый день они об этом думают, что надо что-то придумать, но ничего не придумывают. Я не говорю, что надо срочно там бросать эту работу и уходить. Нет, ну все должно быть по-взрослому тоже, да, из взрослой позиции. Но, по крайней мере, уже начинать какие-то выстраивать шаги. Ну, и осознать вообще, хотя бы, да, первый этап. да, и вообще вот эта сила принятого решения, она вообще как будто кардинально на 50% выстраивает уже всю Я дорогу. думаю, это и был третий пункт. Да. Принятое решение. Ну, вот так вот, я говорю, льется просто само Да. по себе. 100%. Это прям факт. Как только ты принимаешь решение, все, энергия появляется, у тебя совершенно по-другому картина мира вырисовывается, пути, люди встречаются, ты снова в поток впадаешь, поэтому главное не бояться. Вот можно я тут приведу пример классный принятого решения? Карина приняла решение снимать мировые видео. Такое вот интересное у нее решение появилось. И она начала там смотреть, что влияет на это, исследовать, и вдруг там, ну вот, появились какие-то у нас идеи, возможности, мы начали снимать, и вдруг хоп, и в реальности там 200 миллионов просмотров видео набирали. А до этого не было. То есть, но она так говорила: хочу. А потом услышала такую мысль, что есть большая разница между принятым решением и хотеть. Типа, принятое решение — это взрослая позиция, хотеть — детская. И у детей как бы результатов не бывает, а у взрослых бывает. И она, когда это услышала, она говорит: все, принимаю решение снимать мировые видео. И вот как следствие, недавно мы ездили, рекламировали город целый, Абу-Даби, за то, что, ну, Карина начала снимать мировые видео. Представь, то есть вот ты говоришь, принятые решения сразу реальность меняют, да, то есть вокруг тебя. Я говорю, за каждым выбором приходят, ну, либо подарки, либо ты платишь цены. Да. Поэтому, если вы что-то хотели давно, то примите решение это сделать, либо это не делать уже. Так что это тоже классный инсайт. В прошлом выпуске мы устраивали интерактив от Даны Тулеш, где нужно было, как всегда, написать инсайт и как вы будете это практиковать. И за это Дана даст 10 доступов на свое обучение. Собственно, вот это и произошло. Вот наши 10 победителей, которые написали инсайт, написали, как будут практиковать это все. Поэтому проверяйте свои инстаграмы, там мы вам написали, и получайте доступы. И, кстати, смотрите этот выпуск до конца, потому что здесь заложен тоже очень крутой подарок. А вот какие практики, давай так, вот какие такие практики, которые вот даже сейчас вот как-то вот в рутину можно внедрить, которые прям вот пипец ее меняет реальность. А самая главная практика пожизненная должна быть у каждого человека — это вспоминать о том, что у нас есть внутренний ребенок. То есть об этом все всегда говорят, но не все знают на самом деле,
действительно важность, потому что мы становимся взрослые, становимся иногда слишком серьезные, иногда слишком какие-то... И это здесь про другое, это не про инфантильную позицию, а именно вот про наше внутреннее состояние. Потому что Желание. внутренний ребенок это вот ядро нашей А что личности. такое внутренний ребенок? Вот такое странное. Ты знаешь, немножко. кто-то говорит, что это и есть душа. Мгм. Это, ну, вот это наше божественное, потому что именно дети верят в Бога, именно наш внутренний ребенок. И вот есть классная практика. Ну, сейчас можно много говорить, и сейчас, я думаю, много есть про это информации. Вся наша энергия, вот вся энергия, которая есть в человеке, это наш внутренний ребенок. И очень важно о нем вспоминать. И потому что я говорю, мы вырастаем, мы перестаем играть в эту жизнь, мы становимся слишком серьезные, мы начинаем погружаться. Вот я говорю, как у меня вот весной это и произошло, я стала какая-то слишком серьезная, стала хмурить брови, какие-то у меня от этого, естественно, лезут разные страхи, ты начинаешь слишком много думать, живешь в голове, тревожность повышается. Но как только ты начинаешь снова из вот этой своей части смотреть на этот мир, видеть, что мир чудесный, мир тебя любит, тебя ведут, ты можешь доверять этому миру, людям, все начинает опять меняться. И я вот могу посоветовать практику, я вот такую сделала, это поставить на заставку, прям заставку на обои телефона свою детскую фотографию и подписать ее именно очень ласково, как ты называешь или как тебя называли в детстве. Вот я написала: Асилек, я тебя люблю. Вот именно написать «я тебя люблю». Что это мне лично дает? У меня вот 2 недели эта фотография. И в течение дня, когда особенно я, бывает, могу куда-то опять мыслями уйти, бывает иногда какая-то новость прилетает, да, ты можешь там где-то задуматься, затревожиться. Я смотрю на эту фотографию, вот так прижимаю, и такая думаю: Господи, да все ерунда, все будет хорошо, Бог меня любит, меня мир любит, все будет классно, я просто проживаю какой-то опыт. Появляется, знаешь, вот это состояние именно игровое, поиграть в эту жизнь. Мы на самом деле все, как будто в игре. Мы проходим уровни. Трансформация — это уровни игры. Мы идем из 1 класса во 2, из 2 в 3, из 3 в 4 и так далее. Где-то на каком-то моменте происходит квантовый скачок, когда накопительный потенциал становится большим, происходит скачок. Резюмирую, да, вот эту мысль. По сути, очень важно проявлять вот эту любовь к внутреннему, ну, к душе своей, к ребенку, кто как называет, чтобы оказывать такую внутреннюю поддержку, потому что, как правило, мы там критичны к себе, где-то там докапываемся до себя, да, особенно в рутине это бывает, Да. забывается. Поэтому вот классная практика, поставьте себе уведомления, обои со своей фотографией, подпишите. Ну и если что, сейчас на месте пришла идея, мы сделаем обои, просто будет написано «Я тебя люблю», а вы там дальше поймете, исходя из подкаста, в чем классно. суть. Ссылку здесь оставим, вот такие вот обои красивые будут, так что устанавливайте себе. Сколько раз в день ты смотришь, а мы на телефон смотрим чаще всего, мне кажется, чаще, чем в зеркало или Конечно, на других людей. уже, типа, первому игроку приготовиться фильм уже же реальность, когда мы думали, мы будем жить в другой реальности, а сейчас позади в экранное время, там, 10 часов, 8 часов вообще. Надо смотреть, по крайней мере, с пользой. Да. Смотреть и каждый раз долюбливать себя. Вот все, чего не дохватило, самому себе додать. Я вот недавно видел в Reels в Инстаграме, классно, там парень один стихами разговаривает, и он такую мысль сказал в стихах, я офигел, и от него еще такой вайб, думаешь, блин, он что-то понял. И он говорит: чудеса случаются с чудесными. Это те, кто, короче, верит в это все, это те, кто там именно прислушивается к себе. И он говорит, люди следуют за теми, как он сказал, типа люди следуют за теми, кто следует за собой. Типа такого, условно, такая мысль. И вот это и есть то же самое, да, то есть, по сути, говорят же, интуиция, вот это все, это как будто об одном и том же, да? Да. То есть, по сути, иметь коннект вот с тем, что как антенна работает, куда-то вот туда ловит что-то. И вот почему говорят там часто творческие люди, там у них появляются какие-то идеи из ниоткуда, сформированные. И вот этот вот канальчик, который есть, его нужно не то, что там, очищать, понятное дело, да, но и обращать на него внимание. И через такие штуки коннект становится плотнее. Да, внимание извне ты направляешь внутрь себя. Потому что,
Только мы знаем на самом деле ответы на все вопросы. Никакое обучение, никакой самый крутой даже мастер, гуру и так далее не скажет тебе, как тебе тебе жить, поступить, да. да, и как тебе вообще жить. Но может просто подсказать, чуть-чуть направить. Но все дороги ведут туда. И вот об этом же реально все книги пишут, говорят разные там великие люди. И я тут думаю, может быть, классную практику такую внедрить. А что если начать раскачивать вот это вот коннект с самим собой? Через что? Элементарно, я думаю, можно начать там, что я сейчас хочу покушать, допустим, раз, там, вот еду выбрать. Ты знаешь, вот самое классное это ставить все под сомнение. Как раскачать вот эту вообще в себе программу, это ставить все под сомнение, такое, знаешь, критическое мышление. Это когда, а я точно этого хочу, а вот на завтрак, да, у нас вообще вот вся жизнь, это же какие-то автоматизмы. Мы на автомате просыпаемся, на автомате идем душ принимаем, на автомате зубы чистим, на автомате завтрак себе готовим, да, или там заказываем. И в моменте остановиться и понять, а я хочу именно это сейчас есть или нет, точно или нет. Это такая немножко долгая история, но очень интересная. А какой мой вообще любимый цвет? А какой мой любимый фильм? А какая моя любимая книга? А если я там поеду на необитаемый остров, топ-3 вещи, которые я возьму. А почему я их возьму? И постоянно себе задавать вопросы. И когда, например, есть какое-то важное решение, и ты не знаешь, да, все же говорят, как понять голос души, голос сердца, как там не спутать. Это вот именно через вот такие вопросы. Угу. Прокачать его. Да. Супер. Потому что когда на самом деле мы чего-то реально хотим, что-то действительно знаем, мы просто берем это и делаем. Классно. Давай еще, что интересного ты знаешь такого, что вот повлияло на последнюю такую большую трансформацию? Что там было? Вот если разбирать так, ключевое. Вообще суть всей трансформации, я это поняла, наверное, 1.5 года назад. То есть до этого я просто трансформировалась, что-то делала и так далее. А вот 1.5 года назад ко мне пришло очень четкое осознание, для чего я это делаю. По факту мы взрослеем. Мы учимся брать ответственность в каждой, абсолютно каждой сфере жизни на себя. То есть по факту мы перестаем быть зависимыми от других людей или жизненных обстоятельств. Потому что происходить в жизни может все что угодно. Тут самое главное, как мы, во-первых, к этому относимся, как мы реагируем, что с нами происходит, какое наше отношение. И вот если там раньше, да, там ты скатишься куда-нибудь и думаешь, вот, это судьба такая, да, там вот так вот там, произошло, то потом ты начинаешь понимать, потому что вот все, что происходит с нами в жизни, это следствие наших выборов. Всегда. Вот это надо осознать. Вот это просто важно осознать. И начать брать просто ответственность. Это как я вот в этом году уже вот прям по-серьезному поговорила сама с собой. Говорю, Аселя, ну все, детские игры закончились. Спорт нужен каждый день. То есть это уже не прихоть, а это уже важная жизненная потребность. Сколько ты хочешь лет жить? Сейчас же возраст сдвигается. Сейчас совершенно спокойно люди говорят, будут жить до 120 лет. Вот недавно я в Инстаграме увидела... Женщина 105 лет закончила Стэнфорд. Я думаю, все, будущее наступило. Или там мне вот недавно подруга скинула йога-тичер, учитель по йоге, 90 лет. В 60 лет изменила полностью кардинально всю свою жизнь. Японец, который стал моделью в 80 лет, там есть такой тип, он накачался, еще мышцы он вырастил, пресс у него есть 80 лет. И вот сейчас я уверена, что вот наше поколение, все, мы уже будем, все-таки эволюция же происходит, уровень жизни другой, мы теперь знаем, как со стрессом справляться, психология появилась. То есть это же все влияет. У наших родителей, например, этого еще не было. Они там не знали, как с этим справляться, жили и жили, поэтому рано умирали, какие-то там болячки себе приобретали. Сейчас все меняется. Вот бери и делай, называется. И вот я сама с собой поговорила. Все, мы берем ответственность за тело, за все, что с нами происходит. И оно, естественно, этапами идет. То есть ты не можешь сначала сразу взять прям за все, разорвешься. Берешь текущие моменты, которые вот действительно пора взять. Принятие решений, например. И я, например, заметила, что я, оказывается, казалось бы, да, я такой продюсер вроде бы, там такая вся самостоятельная давным-давно, а я, оказывается, технично скидываю принятие решений каких-то на других людей. Мне это начало очень сильно подсвечивать Махжан.
Доходило до такого, что он мне говорит: что будем кушать, да, там заказываем еду домой. Я говорю: я не знаю, закажи, как ты хочешь. Он мне говорит: нет, скажи, что ты хочешь. Я, прикинь, сижу такая, а я не знаю, что я хочу, и я понимаю, что даже в какой-то мелочи, взяла там, хотела на него скинуть. И я его потом прям поблагодарила и начала замечать, а где у меня в жизни так происходит. И здесь не про делегирование, это немного другое, а про то, где действительно важно, чтобы ты принял решение, да, и взял на себя ответственность, а не потом ее там с кем-то старался поделить. Окей, согласен, 100%. Вот трансформация — это равно взросление. Нас взрослят. Жизненная вся система, она нас взрослит и выводит в независимость. Потому что когда мы зависимы от других людей, например, женщина, которая зависит от мужа, значит, придет в ее жизнь какая-то ситуация, где ей придется все-таки научиться быть взрослой. Понимаешь, да? Да. Ну, подведут к этому какие-то обстоятельства жизненные. И здесь нельзя сравнивать, типа, раньше же так не было. Мы, во-первых, не знаем, как было раньше. Нам через советские фильмы внушили определенные программы, якобы там все было хорошо. Судя по тому, что говорит моя мама, ничего там хорошего не было. Она там как бы жила. И она говорит: это все картинка, это все была такая сказка, пропаганда и так далее. Вот, кстати, твоя мама пример трансформации. Да. Я в шоке вообще, что вы понимали, мама Осели, она была вот просто женщиной, которая как ее ровесники, все живут, и потом бах, она улетает на Бали, начинает там покупать недвижимость, ее строит, сдает, там двигается. А что она еще делает вот из такого необычного? Да, она вообще в этом плане. Я когда на нее смотрю, я понимаю, почему я такая. Говорят же, от осинки не родятся апельсинки, но это факт. То есть не такая я какая-то сама уникальная так появилась, а потому что вот у меня мама реально такая. И она вот 3 года как в трансформации колоссально изменилась. Вот она буквально на днях вернулась с Бали, была там с октября. За это время перестроила 3 виллы, там сделала дизайны для них и так далее. Одну прям с нуля построила, снесла, все там построила. Я на нее смотрю, в чужой стране, человеку 65 лет, она английский не знает. Ну, то есть, как она это вообще все делала, я при этом вообще ей не помогала, я просто со стороны наблюдала, и, понятное дело, там разные были ситуации, проблемы, но факт, человек сделал. Я на нее смотрю, такая, я ей прям сказала, говорю: мам, ну, понятное дело, почему у меня тоже стремление постоянно что-то делать. Мне еще знаешь, что в ней нравится? Мне кажется, у тебя, у родителей тоже, вот, по крайней мере, у Аташки, да, у папы твоего, нет понятия возраст. Я не слышу от своей мамы возраст. Когда я ей говорю: вот, мне уже 39, она на меня вот так смотрит, говорит: ты вообще? Ты о чем? Ну, то есть она в своем возрасте, она говорит: да, у меня жизнь только началась. Вот это вот ее, кстати, вот последние годы любимая фраза. Она говорит: у меня жизнь только началась, я только жить начала. Прикольно. Это же она вот наглядный пример. Да, она недавно скинула 10 килограмм. У нее какое-то там питание, она каждый день медитирует. Это знаешь, что еще я хочу добавить сюда тоже? Вот, допустим, контекст решает. Вот, допустим, наши родители, допустим, видят тех, кто живет, ну, примерно ровесники, рядом находятся, на скамейке там пересекаются, и они плюс-минус синхронизируются, да, по вайбу там и так далее. Ну, допустим, если взять там Европу, да, вот у меня брат живет в Англии, и он рассказывает, как их няня там в 50 или в 60 лет там выходит который раз замуж, ходит на свидание. Шикарно. И причем это норма. Потом они там в 60 лет выкатывают на мотоциклах по миру, ездят, путешествуют. Ну, понятно, да, там, конечно, сейчас тоже ребята тоже скажут, там, что это там условно, там у них такие финансовые возможности есть, но вот наглядный пример Оселиной мамы, да, ну она же отсюда же уехала на Бали же, условно, и вот этот весь движ закрутился, 10 килограмм у нее ушло не из-за денег же, она же, грубо говоря, что-то же вот здесь меняла, понимала. Так она еще там, ее обманывали, там со строителями у нее какие-то проблемы были, и вот она все это проходила, у нее там с деньгами, там все равно это же другая страна, вот эти все моменты. Я прям вот снимаю шляпу. Да. Правда. То есть, короче, решает среда обитания. Вот давай, кстати, про это поговорим. Это же тоже влияет как фактор, где окружение, в котором ты находишься. Конечно, окружение — это вообще 80%. Вот сейчас, кстати, будет прикольная история про пиво. Окружение — это 80%, 80% от окружения — это мы. Вот хотим мы этого или нет, на нас очень сильно влияет то, с кем мы общаемся. Простой пример.
Я была в шоу-бизнесе, да, там, если кто-то не знает, то есть вначале я пела. Была популярная женская группа Daos International, мы были первый girls band, которые начали петь на казахском языке. И в какой-то момент я поняла, что я очень хочу в кино. Параллельно я снималась в сериалах, и я прям сильно хотела в кино. А шоу-бизнес и киношники — это, короче, такие две разные организации. И они между собой как бы мы не сильно общаемся, это раз, и это как бы два разных мира, бывает же. Это вот как инфобизнес, например, и тот же кинобизнес. Два разных мира. И меня туда как будто не пускали. То есть я прихожу на кастинги, я там что-то стараюсь, они говорят, ну ты поешь, иди пой дальше. Вот что-то из этой категории. И я думаю, блин, я тогда сделала это интуитивно. Я подумала, нет, я хочу в кино, мне это нравится. Ну, то есть я поняла, что кино мне нравится намного больше, чем петь. Что я сделала? Я начала знакомиться со всеми режиссерами и ходить с ними пиво пить. Прикольно. Через год я стала кинопродюсером. И начала много пить. И начала снимать кино. То же самое произошло, когда я приходила в инфобизнес. Ну, то есть это факт. Я начала в инфобизнесе работать и начала общаться со всеми, кто из этой сферы. Это вы, вышла замуж за Махжана, да, другие люди. Все, ты автоматом уже становишься в этом. То есть это такой более короткий путь. Капец, прикольно. Да, к тому, что ты хочешь. Говорят же, хочешь стать там миллионером, начни общаться с миллионерами, да. Другой момент, как с ними начать общаться. Но можно, например, брать какие-то их продукты, читать книги, которые, возможно, они публикуют, смотреть за их лайфстайлом, то есть как-то соприкасаться с энергетикой Прикольно. этого человека. Вот такой интересный, да, тоже тут инсайт и практика заодно. То есть определите направление, которое вы хотите идти, и определите там, не знаю, 3-4 человека, с кем вы можете вот буквально в ближайшее время пообщаться, познакомиться. Я то же самое сейчас делаю. Допустим, для меня сейчас интересная сфера бизнеса, товарного бизнеса. Вот просто интересно стало, интуитивно туда хочу идти. Классно. И я вот начал встречаться с этими ребятами, и я понимаю, что мы мыслим по-разному. Вот просто мы разные. Вот я это чувствую просто на уровне всего. Психика, да, то есть там условно нервная система у нас по-разному работает. Я понял, что я к быстрым результатам расположен, да, будешь из-за блогерства, из-за всего. У нас что там, сторис выложил, продалось, деньги получил, ушел, да, условно. А там ребята там 3 года настраивают бизнес, там он через 3 года только приходит, там они сидят, цифры считают. И ты сидишь и думаешь, офигеть, прикольно, ну интересно. И начинаешь с ними общаться, и уже я замечаю, как я начинаю как-то тоже себя чувствовать по-другому. Я даже заметил, что у меня одежда начала меняться. Я вот тоже смотрю, у тебя стиль как будто поменялся. Да, потому что я начал... Более спокойный, что ли, стал? Такой, наверное, дядькой становлюсь. Короче, я вот это начал чувствовать. 3 детей. Да, типа раньше вот даже сейчас фотки приложим, я больше такой... по-блогерски одевался, короче, как-то. Вот сейчас я начал больше окружать себя предпринимателями, и я начал чувствовать вот, посмотрите, как я выгляжу даже. Это прикольно, то есть это работает, просто ты начинаешь мыслить, как они, интуитивно сканируешь вот так, просто, что даже одежда, да, я реально сейчас вот такую одежду выбираю, и это начинает потихоньку в мою жизнь приходить. Да, и оно потом у тебя будет укореняться, и если это действительно тебе приносит удовольствие, интерес, и, ну, как бы тебе нравится этим заниматься, то все, это уже будет следующий шаг. Это классная, кстати, есть практика, я не знаю, это когда научиться радоваться. Ну, она тоже очень похожа про вот то, что ты говоришь. Это когда ты начинаешь радоваться успехам других людей. И следующий шаг, этот успех придет к тебе. То есть, например, ты очень сильно хочешь товарный бизнес, к примеру. Да. Кто-то твой, там, я не знаю, коллега, компаньон, вообще просто какой-то рандомный человек взял и сделал этот бизнес. И у тебя есть выбор. Ты искренне можешь за него порадоваться и сказать, блин, кайф, человек смог это сделать. Но я знаю, что ты бы сделал именно так. А есть другой выход, что типа, блин, почему он это сделал? Вот он типа гад и так далее. То есть в этот момент, ну как бы говорят, что Вселенная на тебя смотрит, а ты действительно готов или нет. У меня, знаешь, как было? Я на Бали прилетела, и первый раз, когда... И меня раздражали, просто раздражали безумно влюбленные парочки. Я на них смотрела, и мне хотелось плеваться. Почему? Потому что я тогда очень сильно хотела сама отношений. И из-за того, что отношения не заходили в мою жизнь, меня раздражало все вокруг,
как бы говорящая об этом. И мне тогда очень круто подсветила подруга Марина, она мне говорит: ты что, радуйся, это значит уже рядом в твоем поле, уже скоро как бы придет твой человек. Вот ты смотришь на них и думаешь: Господи, благодарю, что в моем поле это происходит. Прикольно. Но без ожиданий. Если рационализировать эту мысль, то, по Мгм. сути, подсознательно, если ты начинаешь это критиковать, как-то хейтить, то ты у себя устанавливаешь в голове такую, типа, пометку. Это плохо. Да, Это не очень. я не готов к этому. И я не готов к этому, и ты, по сути, не будешь это делать. Оно к тебе не придет просто. Ты будешь уже пытаться что-то делать. Вот самый быстрый способ получать желаемое — это научиться радоваться именно то, что именно вот такое происходит у других людей. Искренне. Эту мысль в детстве в книжке прочитал. Там было классно написано, что когда ты видишь хорошую машину, там, богатого человека, и люди говорят: наворовал, сволочь, там, что-то сделал. Мгм. А есть второй вариант, допустим, искренне за него порадоваться. И со временем, как бы если рационализировать, то ты как бы одобряешь это, и твой Да. мозг такой считывает это как типа: о, классно, и ты Мгм. к этому потихоньку подходишь. А если духовно, то ты как бы притягиваешь к себе эти обстоятельства. И это прям 100%. Вот Да. прям железно под этим подписываюсь. Слушай, вот я тоже еще от себя почему-то вот хочу добавить, тоже Мгм. один пункт, поделюсь с тобой и вот Давай. со зрителями. Вот это то, что позволило мне выбраться из такого личностного, там, 9-месячного кризиса. Это мысль, которая весит тонны, миллиарды, гигабайты, триллионы, там, всего самого большого, да, что есть. Это то, что божественные планы лучше твоих. И вот эта мысль, она убирает тревожность. Это самое стабильное данное, я бы сказал так. Вот нету ничего больше этой мысли. Как эту мысль я вот принял, да, что если жить с такой идеей, вот обратно, давайте так, я люблю с двух сторон всегда смотреть, с духовной и с рациональной. Вот если с духовной, да, божественные планы лучше твоих. Ты идешь и думаешь, реально все, что складывается, все во благо идет. Мгм. Но вот у меня есть все-таки такая рациональная часть во мне, и вот я нашел ответ, почему эта мысль работает. По сути, когда происходят какие-то обстоятельства, у тебя есть внимание, которое всегда может взяться за что-то одно. И есть минус и плюс в любой ситуации. Ну, в любой ситуации реально. Плюс, вот давайте кейс. Недавно у нас вот был водитель долгое время, который возил наших детей, и так получилось, что он ушел. Мгм. И я расстроился. И в этот момент я вспомнил об этой мысли, что все, что не складывается, все идет во благо. Божественные планы лучше моих. Я такой думаю, а для чего это? И вдруг я тут вспоминаю, что мы буквально там с папой на днях разговаривали, что у него сейчас есть в работе проблемы, что он сейчас там не ходит на работу. А у меня папа, достаточно взрослый уже, да, ему 73 года, и я тогда запереживал, что ему нужна какая-то работа. И я тут такой, так, у папы есть машина, если он будет возить своих внуков, то им будет кайфово, ему будет кайфово, а еще он будет стабильно из-за этого двигаться, он будет, значит, одеваться, классно выглядеть, и это ему даст тонус жизни. И я звоню, говорю: папа, вот такая ситуация произошла, давай ты теперь будешь внука возить. Он говорит: конечно, ты че, вообще с кайфом, идеально. И я просто все это перевел теперь на папу. И эта ситуация сложилась наилучшим образом. Теперь Вообще. водитель 100% нашел лучше работу, папа тоже теперь занят, и каждый день приходит вечером, мне говорит: я сегодня чувствую себя таким полезным, я сделал вот это, я Алима перевел в эту секцию, это то-то, то-то, и у них коннект еще больше. Я такой: пожалуйста. А мог уйти в точку, условно, в минус, да, мог сказать: ну все, вот теперь нужно искать снова, давайте объявления вытаскивать, давайте то, все, нервничать, ходить, его там ненавидеть. Ну и, соответственно, результаты тоже такие же Да. пошли. Вообще, такую классную ты мысль сейчас сказал. Во все очень важно приглашать Творца Всевышнего. Вот это снимает реально всю тревожность, все проблемы. Мы просто об этом забываем. Вот действительно, вот в каждое действие, говорят же, вот взять намерение. Очень классная практика — это вот просто приглашать всегда Творца с собой в сегодняшний день и понимать вот то, что ты говоришь, что все идет от Него. И там точно знают лучше, что для нас, потому что мы смотрим вот так. И вот так нам посмотреть невозможно. И я тут еще добавлю, вот ты говоришь, во все приглашать Творца. Есть тут один очень крутой кейс. Есть предприниматели, у которых партнер Всевышний. О,
как это они рассказывают? Прикинь, вот я раз сидел, у меня аж мурашки, он говорит, кстати, у нас еще есть третий партнер. Я говорю, кто это? Вот Всевышний. Я такой, это как, типа? Он говорит, мы выделяем процент на благотворительность, и это доля Всевышнего. И когда у тебя в бизнесе есть партнер Всевышний, то, ну, типа, какие проблемы? Да. И я такой, ты знаешь, такой трек на фоне такой, положение, типа, играет, думаешь, ну, вот, да, это очень круто. Ну, то есть ты чувствуешь, какая мысль, ну, типа, она прям тяжелая такая, сильная. Я бы назвала, наверное, из сегодняшнего нашего разговора самое важное, то, о чем сейчас мы говорим. Это, ну, это вера в Бога. Это самое важное. И она решает все проблемы. По крайней мере, снимает с них тревожность. Это не говорит о том, что сидеть там в потолок, плевать и ничего не делать. Да. Делать все от себя возможное, но положиться полностью на Бога. Вот это снимает. И мне это очень сильно помогло. Вот в этот раз тоже. Причем, что интересно, я считаю себя достаточно верующим человеком. То есть я с самого детства молюсь по-разному, по-своему, да, и так далее. Но вот когда ты, оказывается, впадаешь в какие-то кризисные моменты, ты реально попадаешь в какое-то болото. И вот оттуда выбраться, и вот правильную мысль, это очень, опять же, важно, какое у тебя окружение. И мне это подсветила моя близкая подруга, и она мне просто сказала, пригласи Творца, поговори с ним. И у меня прям произошел инсайт, и я думаю, а почему я об этом не подумала? Почему я варилась вот в этом столько дней, да, или там месяца, я даже не подумала, ну, то есть я вроде говорила, но это как-то так было. Ну, то есть настолько бывает иногда затуманивается наш разум, и вот это, наверное, самое классное, что может быть, это факт. И я тут добавлю вот один пример еще к этой истории. Когда заболел Домик, вот, ну, мой младший, да, и тогда, когда мы прибежали к врачам, и они сказали, что мы сейчас будем ему вскрывать живот, оперировать 6-месячного ребенка, и там достаточно сложная операция, у него завороток кишок произошел. В один момент у меня вот земля из-под ног выбилась, и я думал, а что, он сейчас может умереть же, по сути. И вот врачи еще как-то так преподнесли. И я помню тогда Карина, она вообще просто плакала, и мне говорит, езжай за документами, чтобы с другой больницы его забрать. Я еду в больницу, вообще это был полный шок, это вообще, ну, прям не передать словами. Я забегаю в больницу, и прикинь, в этот момент, я часто называю такие моменты разговор с Богом. Ко мне подходит няня, которая, ну, там в больнице работает, и она меня прям развернула, пока я быстро в суете собирал вещи. Она говорит, Балам, ты не переживай, когда в таких ситуациях у родителей со Всевышним коннект, он прямой. Вот сейчас иди и прям поговори с ним. И раз я такой, и она мне, знаешь, как вот пах, я сел, и она, прикинь, начала мне вещи собирать, и я просто сидел, молился, разговаривал, типа, пожалуйста, ну что это такое сейчас происходит, пожалуйста, помоги. Прикинь, я забегаю в больницу, и мне Карина идет и говорит, Арма, его забрали на операцию, но я тебе скажу одно, сегодня твоей бабушке, во сне приходил дедушка, который умер, и он сказал, передай Арману, чтоб не волновался. Прикинь. И когда она это мне сказала, у меня вдруг куда-то исчез стресс. И я такой, да все будет классно сейчас вообще. Его забрали на операцию, я такой, да вообще еще все будет четко. Пошел, что-то воду всем взял, говорю, так, давайте тут палату, сейчас после этого ляжете. Тут я начал организовывать все. И его выносят, говорят, вообще операция вот так прошла. Он уже смеется. Я захожу в палату, он уже смеется. И я просто потом плакал, когда он уже смеялся, я думал, что это такое вообще было? Что это такое это было? Вообще, я давно так не был близок к Богу. Вот как это, что это было? Что это за такая была какая-то ситуация, при которой это было так необычно, типа вот в целом. И я в тот день пришел, я просто молился всю ночь, разговаривал, и с тех пор вот во мне осталось вот это чувство. И я даже думаю, что во многом в моей реальности эта ситуация вот это открыла для меня, вот эту связь, которую сейчас ты уже ни за что в жизни не хочешь променять. Именно вот этот коннект, разговор, да, с ним. Возможно, эта ситуация для этого и была. Ну, в моей реальности, да, по крайней мере, точно. Я не думаю, что вот так... Не, в твоей именно, да, в моей именно, да. Я вот так и понял это в конце концов, потому что...
в этом благо было, да, условно, в этой ситуации. И потом в моей жизни хороший событийный такой ряд пошел сразу же после этого. Прям сразу. И возможности, и деньги, и так далее, обстоятельства, и осознание. Вот. Я просто хотел добавить, что как-то это все вот есть и работает, короче. Вот ключевое. Конечно. Это вот я утром, например, сейчас просыпаюсь, и если раньше у меня автоматом, естественно, по привычке тянулась рука к телефону, то нет, сейчас я лежу и здороваюсь с Богом, разговариваю, благодарю, прошу, всегда говорю, пожалуйста, пусть сегодня что-то волшебное, радостное, веселое произойдет в моем дне. И всегда происходит что-то волшебное, радостное, веселое. И вот все, что я перечисляю. И перед сном точно так же я засыпаю, говорю, пусть мне приснятся классные сны. Прошу, какие-то даже просто маленькие мелочи, но это настолько вообще дает внутреннюю опору, уверенность, что ты не один и никогда не был один. Вот это, наверное, самое важное. Потому что когда мы куда-то вот нас заводит жизненные обстоятельства, я говорю, иногда должно произойти что-то шоковое, чтобы тебя просто чуть-чуть как будто вот встряхнули, и ты такой раз домой вернулся. Да. Поэтому все, что не происходит, это реально во благо. И сегодняшний подкаст, я думаю, тому подтверждение. Это действительно, ну, как мне кажется, заряженный выпуск такой получился. Дай бог, чтобы он действительно принес пользу. У нас, как всегда, в конце интерактив. За подарок от гостя мы дарим... кстати, да, что должны сделать наши зрители? Написать инсайт свой главный. И как теперь этот инсайт вы будете в жизни применять. Потому что мое главное намерение этого подкаста, грубо говоря, делать бесплатное обучение для всех. Поэтому применяйте, внедряйте и пишите комментарии. И вот, Аселя, что можем мы подарить от тебя для наших зрителей? Я, как человек, который тоже запускает свои подкасты, подготовилась. Супер. И принесла с собой подарки. Так. Я сейчас возьму. Да, давай. Так. Подарки такая со смыслом. Супер. Я принесла книги со смыслом для меня. То есть каждая из этих книг произвела на меня глубокое впечатление. Каждая из этих книг что-то трансформировала. И что-то очень прям глобальное. И каждую книжку я вот так вот подписала именно в потоке, что мне эта книга дала и что я желаю. Вау, и вот каждая книга, вот она вот так подписана. Супер. Их Да. у нас 4. Их То есть 4. у нас 4 есть, будет победителя в этом выпуске. За инсайты. Это такие классные книги. Эта книга, я о ней очень часто говорю, «Ешь, молись, люби». Именно она стала причиной моей поездки на Бали. Ну а что там произошло дальше, многие уже знают. Ну, то есть это книга, которая перевернула вообще мою жизнь, вот развернула, наверное, на 180 градусов, дала ответы на многие вопросы, потому что, когда я ее читала, я рыдала на каждой странице. Я думала, откуда она знает, почему она в моей голове, откуда она может знать, что со мной происходит. И я тогда приняла, наверное, самое важное для себя решение — это вот поездка. Ну, то есть каждый здесь найдет свое. Это вот эта книга. Эта книга, я тебе тоже о ней много говорила, «Путешествие домой». Это просто топ, on the top. Опять же, здесь очень много о Боге. И эта книга, когда я ее слушала в аудиоформате 2 года назад, я помню, шла в парке, гуляла, и последние 2 главы, когда я дочитывала, я просто вот так рыдала от ощущения, я чувствовала, как раскрывается мое сердце. Я прям чувствовала реально впервые в жизни, что у меня открывается сердце. Вот прям до такой степени. Это очень такая духовная книга, скажем так. Это очень женская, про наши вот именно мысли и так далее. Это очень духовное. Это последние книги, которые я читаю сейчас, которые тоже очень сильно мне помогают. Я думаю, многие, естественно, знают. Это Джо Диспенза «Сила подсознания». Офигительная книга. Самое важное в этой книге, что это делать медитацию, которую он дает. То есть я ее делаю практически каждый день. Я уже дошла до почти 57 минут. Вообще просто улет. Это там, в смысле, ты читаешь, как надо делать, сама делаешь? Или это Ты можешь делать сам, но я скачала аудиоформат, и я слушаю в аудиоформате, мне так удобней.
Да, это вот классная книга. И вот эта книга, это вообще, я ее сейчас прям, да, еще слушаю. Я люблю просто аудиоформат. Я ее слушаю. «Квантовый воин», Джон Кеха, одна из его последних книг, вообще бомба. Я ее прям вот слушаю и думаю, да, точно. И вот это как действительно маленькими шагами, маленькими микро даже действиями ключевое, меняется вообще твоя реальность. Супер. Да. Супер. Идеальный подарок. Просто От души. профессионал. Да. Спасибо тебе большое. Очень-очень много классных мыслей. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. Кайф. Спасибо вам большое, спасибо, Арман, тебе за эту беседу. И я думаю, что самое важное мы сказали в конце, и, возможно, только ради этого подкаст и сегодняшний был. Обнимаю всех, целую. До скорых встреч.